Здравствуйте, дорогие друзья! И вот пришло время сделать нож. Полотно равной пилы. Наследие огромной и дружной страны СССР, где было производство, ГОСТы и качество, и многое чего еще. Изготовлена она из легированной инструментальной стали 9ХФ. Это, наверное, просто легенда. Сталь уже закалена и отпущена, и нет смысла в ее лишней термообработке. Поэтому не перегреваем ее и постоянно охлаждаем. По контуру с запасом на обработку обрезаем полотно. Обрабатываем наждаком до геометрии клинка. С использованием верстака, который я делал в предыдущем ролике, делаем спуски будущего клинка. Я делаю толстым диском с углублением для шайбы болгарки, но будут еще проекты и с наждачной насадкой на липучке. Посмотрим на отличия в разных методах. Не забываем полакомиться сладкой малинкой, заботливо только что собранной. Настало время ручной обработки наждачкой с повышением гридности. Долго и нудно. Далее пастой Гои на основе оксида хрома-3 на войлочном круге до придания желаемого результата. Не стал полностью убирать небольшие следы появившейся ржавчины от долгого хранения. Пусть останется память о времени и истории стали из великой страны. Купил рога. Класс. Рукоять будет из доступных материалов. Древесина дуба, остатков от дров, купленные пару рогов лося 80-х годов на барахолке. В качестве больстера и проставки будут дюймовые латунные заглушки, купленные в соседнем сантехмагазине. Двухсоставной клей, льняное масло из продуктового магазина. Заготовку дуба я поместил в пары аммиака для морения. По прошествии суток она приобрела красивый благородный цвет. Но, к сожалению, в заготовках после морения были обнаружены трещины, и пришлось прибегнуть к альтернативному способу морения и изготовить их еще раз.
После подбора нужной части рога отпиливаем, обрабатываем, подгоняем все по месту. Защищаем клинок от повреждений и клея. Обезжириваем поверхности, смешав клей, собираем будущую рукоять и зажимаем его в импровизированную струбцину. И пока все клеится, пришло время обеда. Обрабатываем рукоять до нужного размера и приступаем к обработке шкурками с повышением зернистости, с последующей полировкой волочным кругом. Марений решил попробовать альтернативным способом. Налив в емкость раствора аммиака, бросил туда несколько кусочков отморенного треснутого дуба. Этой своеобразной морилкой за несколько покрытий добился желаемого эффекта древесины дуба. Самое долгожданное и волшебное событие – это покрытие маслом. Рукоять волшебным образом преображается, насыщается цветом, открывается насыщенность цвета и фактуры. Из старого жесткого диска я вытащил пару неодимовых магнитов. Хочу их попробовать в качестве держателя ножа при заточке. Немного обрезав лишнее, закрепил их. К обратной стороне штанги болгарки на скорую руку закрепил заточной брусок, купленный в соседнем магазине. Заточник из меня оказался не совсем одаренный, но для первых разов весьма неплохо, и результат был достигнут. Геометрические характеристики ножа вы видите на экране, а составляющие цены расписаны в описании к ролику. Оценить, понравилось ли вам это видео или нет, это всего лишь нажать на большой палец вверх или вниз. Заходите на канал, будет много полезных и интересных проектов. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!